Всем привет! Потешная диорамка для моей дочки Алисы. Главная героиня Алиса в «Стране чудес» из великолепного советского мультика. Начну с важной информации. Неизвестно, сколько будет работать YouTube и будет ли работать вообще. Поэтому я открыл еще два канала. Один на Яндекс.Дзен, второй на Рутюб. Подписывайтесь, давайте не теряться. Ссылки будут в описании и в комментарии к видео. А теперь поехали. Для работы над этой диорамой мне понадобится Алиса, нарисована специально для данного ролика, для меня, напечатана на 3D принтере. Раскраска профессиональная, красил не я так не умею. Сборная модель грузовика ЗИС-5 фирмы «Звезда» в 100-м масштабе. Ржавое цепье от фирмы АК Interactive. Листы гибкого зеркала из Поднебесной. Окрасочные маски для спирали. Деревянное основание, подставка размером 150 на 150 мм. И два листа пластика. Из основного это все. Начинаю со сборки грузовика. Вообще, эта модель для настольной игры Великая Отечественная. Но я использую ее для своих, других целей. В коробке пакет с пластиком и инструкция. Машинка маленькая по размеру. Детали можно на пальцах пересчитать с 4 рук. Ну или 5-6. 2 литника. Откусываю сразу все, так как запутаться здесь очень сложно. Сборку начинаю с кабины. Потом кузов машины. Вообще, эта модель собирается без клея, но клей все равно я использую, на всякий случай. Теперь все соединяю воедино. Тент и колеса оставляю на потом. Грунтовать буду черным матовым грунтом от фирмы Green Stuff. Для этой операции я использую аэрограф. Не забываю загрунтовать тент и колеса, конечно же. Теперь все отправляется на сушку. Пусть сохнет. Для окраски использую краску 4BO фирмы Pacific 88. Нужно привыкать к отечественному производителю. И знаете, что я вам скажу? Очень неплохая краска. Даже очень хорошая.
Да и цена не изменилась еще. Рома, ты лучший. Для окраски тента беру краску серой хаки, тоже от Pacific. С ходовой частью работаю кистью. Объем здесь маленький, поэтому проблем не испытываю. Для окраски дисков колес использую самый простой способ. Это линейка. Мне кажется, ее еще в Советском Союзе выпускали. Бывают заливы краски, но убираются не очень легко кистью. Фары прокрашиваю серебрянкой. И сверху капнул потом глянцевым лаком. Колеса устанавливаю на свои места. Клей не использую, здесь в натяг. Держится прекрасно. И устанавливаю тент. Машина сейчас выглядит однообразно. Чтобы это убрать, прохожусь черной смывкой по всем углублениям модели. Через 15 минут убираю излишки ватной палочкой, пропитанной растворителем. Для тента использую смывку коричневую. И также убираю излишки. Как вы вначале заметили, Алиса держит машинку на веревочке. Вместо веревочки использую брутальную, железную, ржавую цепь. Благо она есть, готовая у фирмы AK Interactive. А если бы и не было, можно и заржавить самому. Но есть и есть, беру готовую. И прицепляю один конец цепочки к модели. Немного о фигурке. Фон другой сейчас, старый, так как снимал полгода назад. Но не суть в принципе. Алису рисовали, не поверите, с Алисы из мультфильма. И, как мне кажется, получилось просто блестяще. С печати фигурки приходят с поддержками, которые нужно аккуратно удалить. Обезжириваю спиртом из аэрографа. Можно и тряпкой протереть, в принципе. И задуваю ее белым грунтом. После высыхания отправляю в прекрасный город Воронеж. Можно сказать, в студию, на покраску. Дальше в ролике она уже будет покрашена. Красавица. На подставку наклеиваю гибкое зеркало.
Зеркало изначально имеет клеящую основу. И снимаю защитный слой. Хорошо блестит. Вырезал в размер 150 на 150 мм две пластиковые пластины. После того, как наклеил на них зеркало, произошел коллапс. Зеркало с заявленным размером 150 на 150 нифига не 150 на 150. Придется отрезать лишний кусок. Наклеил скотч, благо пластик 3 мм не толстый, и аккуратно отрезаю при помощи ножа. И снимаю защитный слой для следующего шага. Спираль буду рисовать при помощи нарезанной на плоттере окрасочной маски. С очень большой помощью Алисы нахожу центр спирали. Ну, она типа трогает зеркало и происходит спиральное завихрение. Наклеить сразу всю маску возможным не представляется, поэтому делаю частями. Забегу вперед и скажу, что идея так себе была. В итоге получается все очень криво и очень косо. Маску удалил, зеркало очищаю от клейкой субстанции. Сделал вторую маску. Задача была наклеить ее целиком сразу. Но и вторая попытка неудачная. Попытка номер 3. Беру первый вариант маски и беру целый ненарезанный лист. Наклеиваю целый лист прямо сверху на первый вариант. А вот теперь такой бутерброд наклеиваю целиком на зеркало. И аккуратно верхний слой снимаю. Ура! С третьей попытки все получилось. Снова обезжириваю поверхность. И покрыл все черным грунтом. Второе зеркало дублирующее, на всякий случай. И отлично, что я их сделал два. Для покраски взял 5 красок хамелеонов фирмы Green Stuff. Определяю, какой цвет будет первым, а какой последний. От темного до светлого.
Наношу по очереди все 5 красок на спираль. Начинаю снимать маску. И коллапс номер 2. Первые 2 завитушки спирали краски снялись вместе с маской. Беда. И слава богу, что основная часть осталась целой и не испорченной. И ее мне хватит. Второе зеркало такой ужасной участи не заслуживало. И уходит в помойку. Хорошо, что это зеркало было запасное. Наклеиваю новое и всего делов. Для установки его на подставку использую пластиковый уголок шириной 5 мм. Этой ширины будет вполне достаточно. Устанавливаю мое зазеркалье на подставку. Примеряю Алиску и ее игрушку. Сразу отвечу на вопрос, при чем здесь грузовик? А при том, что Вторую мировую войну знать надо и знать историю. Вот и пусть дочь моя знает. Девчушку устанавливаю на штырь, и теперь все готово. Еще одна такая Алиса у меня есть. Так что если кому надо, то продам по спекулятивной цене. Шутка, договоримся. Ролики стали выходить реже. Но это только временно. Работа, брат, работа. Обзоров теперь будет совсем мало, а в ближайшее время пройдусь по своим запасам. И будут пару строек. Видео буду разбивать по частям. Что у меня сейчас имеется в работе? Ford Mustang, но задержка в посылках. Винтик и шпунтик. Тормознул на половине, жду вдохновения. Кстати, там еще будет и бумеранг присутствовать. Ан-124 планирую начать в 144 масштабе. Козел, УАЗик, планирую начать в 35 масштабе. Диорама и все-таки я живой в 16 масштабе. Грач в 48, жду кресла. Им, конечно же, Мрия в 144. Так что пожелаете следующее? Пишите в комментариях, буду отталкиваться от них. Спасибо вам за внимание. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.